Ты открываешь свои заметки и видишь идею, которая кажется отличной. Ты готов рассказать ее коллеге, но в последний момент останавливаешься. Ты вообще сам это придумал или это написал тебе чат GPT 3 дня назад? Ты пытаешься вспомнить и не можешь. И это не провал памяти, это кое-что гораздо более странное. В 2025 году исследователи из MIT Media Lab опубликовали препринт работы с простым названием «Твой мозг на чат GPT». Они взяли 3 группы людей и попросили их писать эссе. Первая группа писала полностью самостоятельно, вторая пользовалась поисковиком, третья писала с помощью языковой модели. Все это время ученые снимали ЭЭГ, то есть измеряли электрическую активность мозга. Результаты оказались неожиданными даже для самих авторов исследования. У группы, которая писала с ИИ, была зафиксирована наименьшая нейронная связность. Это означает, что разные участки мозга меньше разговаривали друг с другом. Кроме того, именно эта группа сообщила о самом низком ощущении авторства. Люди чувствовали, что текст как будто не совсем их. Но самое неожиданное произошло потом. Когда эту группу попросили написать эссе без какой-либо помощи, их мозг справлялся хуже, чем у тех, кто никогда не пользовался ИИ в этом исследовании. Исследователи назвали это когнитивным долгом. Чтобы понять, почему это происходит, нужно разобраться в том, как мозг работает с памятью. Когда ты что-то запоминаешь, мозг не просто сохраняет содержание, он пытается сохранить и источник. Откуда это пришло? Ты сам это придумал. Кто-то тебе это сказал, ты прочитал это в книге. Этот процесс называется мониторингом источника, и он работает далеко не идеально даже в самых обычных условиях. Нейробиологи знают уже несколько десятилетий, что мозг не ставит надежный ярлык на каждую идею. Память о содержании и память об источнике могут стираться с разной скоростью. Ты можешь прекрасно помнить факт, но совершенно забыть, откуда он. Ты можешь чувствовать идею как свою, хотя впервые услышал ее от кого-то другого. Психологи называют это ошибкой мониторинга источника, и именно она лежит в основе многих случаев, когда люди присваивают чужие идеи без злого умысла. Они искренне не помнят. Теперь представь, что ты каждый день по многу раз получаешь готовые, хорошо сформулированные мысли из внешнего источника. Источник всегда одинаковый на вид. Текстовое поле, быстрый ответ, уверенный стиль. Кстати, если тебе нравится такой формат, подпишись на канал и поставь лайк. А теперь вернемся к главному. Твой мозг начинает воспринимать этот поток как фон, а не как отдельные запоминаемые события. Граница между тем, что ты сгенерировал сам, и тем, что тебе сгенерировала машина, размывается не потому, что ты невнимателен, а потому что система мониторинга источника просто перегружена однотипными входящими сигналами. Есть еще один слой. Когда ты думаешь самостоятельно, мозг задействует большую сеть областей, лобные доли, которые строят логику, теменные зоны, которые удерживают контекст, зоны, связанные с личным опытом и эмоциями. Это дорогостоящий процесс. Он требует усилий. Когда ты получаешь готовый ответ от ИИ, мозг может просто принять его и двигаться дальше, не запуская эту дорогостоящую сеть. Это не лень, это нормальная оптимизация. Мозг всегда предпочитает сэкономить ресурс, если задача решена другим способом. Проблема в том, что этот ресурс, как любой навык, требует регулярного использования. Исследование Университета технологий Сиднея, опубликованное в марте 2026 года, описало то, что авторы назвали иллюзией компетентности. Когда учащиеся систематически передают когнитивную работу внешнему инструменту, они рискуют потерять именно ту мыслительную инфраструктуру, которая нужна для самостоятельного суждения. Человек может чувствовать себя продуктивным, потому что окружен готовыми ответами, но при этом его собственная способность генерировать и удерживать сложные идеи постепенно теряет тонус. Это похоже на человека, который ездит только на машине и однажды обнаруживает, что пройти пешком 10 километров для него уже по-настоящему тяжело. И вот здесь история делает неожиданный поворот. Потому что проблема не в ИИ как таковом. Проблема в том, как именно ты с ним взаимодействуешь. Есть важное различие между использованием ИИ как замены мышления и использованием ИИ как собеседника для мышления. Когда ты просишь машину написать за тебя, твой мозг наблюдает. Когда ты споришь с машиной, проверяешь ее ответ, переформулируешь его своими словами или намеренно пишешь черновик до того, как открываешь чат, твой мозг работает.
Нейронная связность не падает. Мониторинг источника не размывается, потому что ты остаешься автором процесса, а не только получателем результата. Исследователи UTS описывают это как намеренное сохранение когнитивного участия. Не отказ от технологии, не ностальгия по блокноту и ручке, а сознательное усилие оставаться участником мышления, а не его аутсорсером. Это может быть так просто, как потратить 2 минуты на собственный черновик перед тем, как спросить у ИИ. Или сформулировать свою позицию вслух, прежде чем прочитать ответ. Или после разговора с ассистентом записать своими словами, что ты из него вынес. Эти небольшие усилия, по сути, напоминают мозгу, кто здесь думает. Кстати, если тебе нравится такой формат, подпишись на канал и поставь лайк. Вернемся к той заметке. Ты смотришь на идею и не знаешь, чья она. Это ощущение теперь понятнее. Твой мозг не провалился, он просто работал именно так, как работает мозг, когда граница между источниками стирается слишком часто. MIT зафиксировал это на ЭЭГ. UTS описал это как системный эффект отказа от когнитивного участия. Имя у этого явления теперь есть. Твои мысли никуда не делись. Но чтобы знать, что они твои, мозгу нужно, чтобы ты иногда думал без подсказки, и не потому, что машина плохая, а потому что авторство, как и любая способность, живет ровно столько, сколько ты его используешь. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и включить колокольчик. До встречи в новых видео